пусть он тогда расскажет, что за движение в компании, что происходит, когда карточки, биржа, технические работы, примерно как заканчивать, все такое. Ага. Ну, давай тогда, в принципе, можем тогда начать. Ой, заходит он сейчас. Заходит, да? Так, давайте, ребята, я представлю тогда Лауриса, он мой вышестоящий спонсор, он человек с большим опытом сетевым и уже 3-4 года является успешным трейдером. И, естественно, он предложил мне хороший вариант заработка, это компания испанская, Energy. Его прямым спонсором является ДЖОСЕ РОЗАРИО, он из Доминикана. Он, естественно, испаноговорящий, английскоговорящий. А у нас Лаурис, получается, английскоговорящий и русскоговорящий. Сейчас мы будем через перевод общаться с Джозе. Вот. А Джозе, естественно, подключен к компании и работает напрямую с компанией. И то же самое Лаурис тоже работает напрямую с компанией. То есть здесь, как говорится, когда, понимаете, да, людей много, мы не можем постоянно на одного человека акцентироваться. Поэтому, пожалуйста, если включили микрофоны, отключите, пожалуйста. Сейчас будем разговаривать, узнавать более детально о нашей компании и, естественно, может, какие-то новости будут. Давайте послушаем наших спонсоров, хорошо? Лорис, тебе слово. Привет, привет. Так, я вижу, Джозе уже подсоединился. Hey, Jose, just give me a second. Just give me a second. I'll give the brief update and I'll tell them who you are, and then. I have 15 minutes. Yeah, we're gonna go into 15 minutes. Perfect. Окей, так, Джозе уже подключился, Джозе Розарио из Доминиканской Республики. Как Умит говорил, он работает прямую с директором, да, с компанией, и потому что там испанцоговорящие, да, все, что мы решаем, я решаю с ним на английском, и потом он переводит на испанском. С завтрашнего дня у меня будет отдельная линия, когда начинает работать русскоговорящий суппорт. Это отдельная линия, там, где я буду и напрямую буду решать проблемы с суппортом, да. У Джозе есть только 15 минут, потому что у них в воскресенье они идут в церковь сейчас. И тогда начнем с ним, и потом, когда закончит он, мы можем пойти дальше. Окей? Okay, Jose, I'm gonna try to get you into 10-15 minutes. So we have top leaders here from around the Russian Federation. So and I explained them that you work with a corporate, you are our upline, and all the issues you are trying to sort out for us and everything. So if you could give us a small brief, what's the company's moves like? What's the update coming in the next 2 weeks? When the office is, how can people visit offices, you know, to make appointments and all that kind of stuff. But speak slowly so I can translate as well. I'm going to give you space so you could translate. Perfect. With one thing, promise me when we meet up in Spain, you're going to teach me Russian. Let him know. Джозе, когда будет, я ему спрашивал, что когда разговариваем, что помедленнее, чтобы я смог перевести. Он говорит, нет проблем, я буду медленно и тебе давать время, чтобы ты мог перевести. С одним условием, когда в Испании мы будем встречаться через 1,5 недели, я должен его научить на русский язык. Okay, I'm going to go slow so you can translate. I'm going to pause. First of all, you know, I'm not gonna go into a long history on how I came about in the company because you know we both came about the same way. Yeah. So, which I'm sure you explained to them. You know, yeah. we came as a team. He's not gonna go. Он не пойдет автоматически. Он не пойдет в истории компании, как мы начали работать на данное время, как мы зашли тот же самый день, мы начали работать вместе, да. Когда нам показали компанию, мы посмотрели, сразу сделали регистрации в течение этого дня, все вместе. Мы работаем как команда. Okay? Anyway, I do happen to be
you know, but I deal directly with corporate, with both owners and also with the global master leader Gonzaga. Let him know. So, Джозе работает с корпоративным, с обоими братьями, да, директорами, и с Global Master Gonzaga. Он работает напрямую с ними. Loris and I have a mutual friend that before we actually decided to join, went and met up with the owners at the office, main office in Spain, and saw everything that Loris and some of you guys are going to see also. У нас есть общий друг, который уже встретился в Испании с директорами и уже видел в офисе, да, все, что они делают. И когда он рассмотрел, он нам тоже все рассказал, и тогда уже вы все начали присоединиться тоже к нам, в нашу команду и работать в синергии. When we came on board, the company, you know, had launched. They launched April 10th, and the owner actually told us that everything is going to be done, you know, in a timely manner. But at the moment, the support was still not all ready. Когда мы компанию запустили 10 апреля, мы пришли в мае, да, это через месяц. И когда мы пришли, компания сказала, что все будет делать по ступенькам, да, и работать. Но на данное время суппорт еще не работает на 100%, поэтому много задержки. Yes? They also mentioned to us that they will have a support, a direct support person, especially for our group, not just Russian, you know, which there's already a Russian, but a whole group altogether. Как я уже прежде говорил, у нас будет прямая линия русскоговорящим не для всех компаний, но для нашей команды. Для нашей. Это не для всей компании. Есть суппорт для всей, но у нас будет отдельная линия. Okay? With that in mind, we knew we were going to be hitting some bumps and bruises as we grew, because we really fast, not just Russia, India, Africa, Asia. В течение, пока они еще работают, все делают, да, у нас есть проблемы, технические проблемы и задержки, все это будет. И это не только у нас, это у всех. Команда в Индии и Пакистане, потому что тоже большая команда в Индии и Пакистане тоже, да. Это в целой компании у всех есть задержки. Yep. And we were told that in July, okay, we don't know when in July, but that was back then told that in July, all that would be ready. И когда мы начали, компания говорила, что в июле будет все готово. Дату конкретно не знаем, но в июле должно быть все готово, как суппорт, да, технические работы закончены, все такое. И над этим они еще работают. Yeah? They were waiting for the building that they own to open up the new office. It's a 2-story office, and support was going to be implemented, okay, in that building. So it's just not going to be support from, you know, in the office. Так, пока они ждали и строили свой большой офис, новый офис специально для компании «Синергия», да, и что они хотят, когда офис уже закончен, и когда они переедут в новый офис, и там все сделано специально для суппорта, чтобы суппорт мог работать оттуда в 100%. They're doing renovation in the new office. It was supposed to be finished last week, but it's being finished this week. So this week, sometime this week, don't know if it's Monday, Tuesday, Wednesday, this week, they're going to move into the new office, and support will be there for us also. Так, они должны были закончить работы с новым офисом на прошлой неделе, но задержка, и заканчивает на следующей неделе, в понедельник, вторник, среду, я это не знаю, но они заканчивают, и тогда уже все работы начнут работать оттуда, и тогда уже наша линия суппорта тоже начнет работать с нами.
We were told last week that as of Monday, I would believe Monday, Tuesday, Russian support is always going to be on board. И, как я уже говорил, прошлой неделе ему сказали, что следующей неделе, понедельник, вторник, русскоговорящий суппорт уже начнет работать. Ну, как для компании, для целой компании. With that said, we're expecting everything to go back to normal. In the meantime, when there's any issues, you know, I know Laura has sent me a lot of stuff. You know, we've been sorting them out. Any issue, please send it to Laura's, because you address it to me. I deal directly with corporate. It will get fixed. And I promise you that everything should be running smooth from next week on. When? Don't know, but next week. И когда начнется уже новый офис работать, все будет работать как прежде, работало в начале, да, перед техническими работами и все такое. И если еще есть какие-нибудь проблемы, сразу присылайте Умиду или мне, и тогда я отправлю дальше, чтобы решать эти вопросы. Но он говорит, мы думаем, что в течение следующей недели-две все уже должно работать гладко и без никаких задержек. One thing I have discussed with, I'm not going to talk about opening up an office in Russia, so I'm not going to go into that. Or should I say that? Just give something brief about this possibility, where offices can open. When the main office is going to be open? No, like, is there a possibility for different countries? Because we know Chris is... Okay, let me discuss. Okay. Yeah. Basically, I've spoken to ЛАУРИС, you know, good friend, about opening an office somewhere in Russia. Right now, I have a friend who's going to be with us in Spain from the Philippines, who the company already agreed to open up an office in the Philippines. И насчет офисов, да, сейчас мы едем в Испанию, там приезжает наш общий друг Крис, с которым будут открывать офис в Филиппинах. И также, как раньше уже говорил, мы ведем разговоры посмотреть офис открыть в России тоже. I also have another friend who's going to be with us from Vietnam. He's a director for another company, who also is going to open up an office in Vietnam, but not just a marketing office, legally registered with the SEC, okay, in Vietnam also, in Philippines. Тоже приезжает в июле, сейчас, когда приезжает еще один его друг с Вьетнама, через кого открывается офис в Вьетнаме. И это не простой офис для маркетинга, все такое. Это будет легальный офис с документациями, все легально регистрировано. Okay? And because of ЛАУРИС, okay, the trust we have, you know, that I have, we discussed opening an office in Kazakhstan or Latvia, or I don't know. He's going to tell me where, and that's where we're going to open. И потому что когда мы начали работать, и, как я сказал, мы начали работать русскоговорящим сетевым и целым рынком, да, и мы рассматриваем, где открывать офис, в России, Казахстан, где-нибудь, да, но мы можем вместе посидеть и обсудить, и тогда я должен сказать, где. И тогда уже буду рассматривать, где открывать офис, в какой стране и дальше. One of the important points or points that we addressed with the owner when we had the Zoom was opening territories, you know, globally. And he says, no problem, because the way the company is constituted, company gets audited all the time by the government, by Europe and the government of Spain. So this company is not an online company, it's a real company. И как я уже говорил, Синергия — это не просто компания, интернет-компания, это реальная компания с реальным традиционными бизнесами тоже, да. И когда у них был звонок один раз, он спрашивал, вот, как открывать страны, да, по территориям, да. Он говорит, мы можем открывать везде, потому что мы легальны. Каждые 3 месяца у нас приходит и проверяет
бумаги, да, налоговая, каждые 3 месяца их проверяет, и они могут зайти в любой стране и под законом этой страны тоже работать. Just so you know, also, our company has a technical office in India and one in Germany. When they're going to disclose the address is sometime this month. So I'm looking forward to announcing when they're going to announce it themselves. Окей. Так, у нас Синергия поставила уже 2 технических офиса. Один есть в Индии, другой в Германии. Правильно я сказал? В Германии, но только адреса мы узнаем в течение этого месяца. Когда они официально уже поставят, все начнет работать, тогда официально будем знать, где и как. One other thing that is coming up this month also, not this month, this summer, don't know when in August, it could be beginning, end, maybe beginning of September, but this summer is a Synergia exchange. Так, и этим летом еще открывается Синергия биржа. Это будет в начале августа или в конце августа. Конкретной даты нету, но у них будет своя биржа. Как я раньше говорил, сентябрь, август-сентябрь, да? Я думаю, будет в конце августа. With that said, when it comes the exchange, everybody in the world, okay, who's part of Synergia, is going to have a debit card used all over the world. Итак, когда уже заработает биржа, каждый человек, который работает с энергией, да, у них они могут заказать свою дебетную карточку. The reason why they're waiting for the exchange is because there will not be a third-party provider. They don't need approval from the Visa or MasterCard is going to be their own card. So there's no third-party provider. Окей. И еще, почему мы ждем на биржу? Когда запустит биржу, у нас будет своя карточка, и нам не надо, как сказать, третьего личного, не надо вот там как Visa или MasterCard, потому что это будет личное ихнее, и мы можем оплатить компании в магазинах, просто тратить деньги с этой карточки. Это будет напрямую синергия и карточка. Another thing that is being launched, is going to come out, I'm saying this prematurely, is regarding the travel, okay, where we're going to have a link on the travel, and we're going to earn commission on that link from the team and from other people that you refer the link to. И также они работают. И также они сейчас работают на программе путешествия, да, когда работа закончится, у нас будет реферальный линк, да, который вы можете потом давать партнерам или знакомым, где они могут заказывать себе путешествие, и на этом вы тоже отдельно будете зарабатывать. Now, going back to support, okay, the company has been trying for weeks already, trying to implement, the results of the trading bot, okay, and it's taking them longer than they anticipated. But that's going to be also displayed in our back office. It could be tweaked next week, but they've been working for weeks on that. И в течение несколько недель, как они уже делают технические работы, пытаются включить торговлю, как робот работает, чтобы мы могли видеть в своем бэк-офисе торговли, да, который делает робот компании, да, и они еще на этом работают тоже в данный момент. And this you could actually track down because it's going to be the hash. You could actually track down with blockchain to see that it was real transaction. И тоже каждой торговле там будет хэштеги, да, вы можете копировать и проверять через блокчейн, откуда, где торгуется робот, да, вы можете видеть транзакции. Я это покажу отдельно, как это работает, потому что я знаю, как следить за этим все. Also, once the exchange is open, it's going to be public.
that you can see the actual transaction from the company and verify how much the actual company made. It's incredible because it's going to be really open for everybody to see. И да, и биржа будет не внутренняя, а публично открытая биржа, да, для всех доступна. Now, the company's been diligently working on a lot of stuff. I know that it has created issues for a lot of you guys in Russia with activation and all that stuff. Just advise your new members even if they scan, the QR code or put, make sure that it's not less than the $15. The fee that the company charges, because if it comes even $2-3, it's not going to get activated if it comes short. It's better to put $5 more. I mean 5 cents more, 10 cents more. И обратно, он говорит, мы знаем с компанией, что уже много проблем с активациями, до задержки, все, над этим все работает. И сейчас он говорит просто, когда новые люди приходят, когда делаете регистрации и оплаты, делайте копии, да, что компания показывает, сколько посылать, но накиньте там, скажем, 10, 20, 30 или $1 побольше, да, чтобы когда сумма уходит, чтобы пришла и активация, чтобы все заработало. Если приходит поменьше, там $1, 2, 3, автоматически этот аккаунт идет в сторонку, да, и потом его надо ручную включать. Company's been working on marketing videos. They're going to come up with one video, and it's going to be translated in about 15 different languages, including Russian. They're taking longer than anticipated because they want to focus more importance on support in the back office, finishing the back office and support. Также в данное время компания уже начинает работать на видеоролике, да, будет один оригинальный видео для компании, который будет переведен на несколько языков, да, и это занимает побольше времени, чем они думали, потому что они сейчас весь фокус закончить в офисе, переехать, и чтобы суппорт работал на 100%, чтобы не было задержки. И тогда уже закончат все работы на роликах и видео промоушен. Okay, with that said, now I'm going to open the section for questions and answers. The only thing is, I have a few minutes because I have to go to church. Данный у нас есть a few minutes, несколько минут. Если есть вопросы, задавайте, я переведу. Где-то 5 минут, потому что он потом пойдет в церковь. Ребята, не надо стесняться, у нас мало времени осталось, через 7 минут отключится. Если отключится, мы можем заново зайти. Пока с нами ДЖОСЕ, пожалуйста, задавайте вопросы, которые вы хотите услышать. Человек, который имеет прямое отношение к компании, этот человек сам лично вам ответит. While we're waiting on questions, visiting office, it's going to be by appointment, yeah? ЛАУРИС, я бы хотел, я Аманалю, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел, сегодня были вопросики, люди задавали вопросы, они, может, увидеть документацию, как бы в письменном виде, что ли, по WhatsApp, чтобы удобно было людям рассылать и сами смотреть на это. Okay. The question came in on documentation of the company. As we know, we have a registration and everything. We can follow up in Google, but it's all in Spanish. Is there going to be some translation on a paperwork so people can see it? Well, it's like if you open up a company in Russia, it's going to be in Russian. It's in the language of because I was in a company that was in South Korea and it was in South Korean. Maybe you could get it translated. Okay. Так, документацию мы можем посмотреть в Google. Как я раньше говорил, я сделаю переводы,
потому что компания есть в Испании. Если, вот, скажем, откроется офис в России, будет все документации с России на русском языке, но на данное время я сделаю переводы, а я запрошу документы и сам переведу. У меня есть переводчик, который сделает, и тогда мы можем все здесь сможете посмотреть в это. I want to say something about the visitation, okay? When the company launched, they had a promotion, okay, for whoever reached Sapphire, you know, in X amount of time, that they were going to go and be rewarded by taking the Sapphire and some of the leaders, their leaders, to the main office to see the facility and have like a recognition dinner, like an event. Explain that. Okay. When they first launched, they had a promotion for Sapphires. Когда компания только начала работать в апреле, да, они сделали этот промоушен, полет в Испанию, то достигнет ранг Сафир, да. И этот промоушен сначала был, и те люди, которые уже достигли, они сейчас будут прилетать 26-28 июля в Испанию, встречаться с всеми остальными. И насчет, если люди хотят прийти посмотреть на офис, это должно быть, вот скажем, кто-то хочет поехать посмотреть, надо договориться, когда и во сколько, потому что там же будут люди работать и не могут там целый день заходить по группам, да, и смотреть, потому что они не смогут работать. Before they decided on the date for this event, I had a Zoom with the owner and some leaders. There are opening offices like the one in the Philippines and Vietnam. So they're coming before that event. So because of that, I invited like my friend ЛАУРИС to come and other people to come, you know, not only for the event, but to go and meet the, you know, the owners in the office. See the office before the event, because during the event, you know, they're not going to be displaying. Only one day is going to be to display the office. The other one's going to be for dinner and party. И так, сейчас, когда мы прилетим в Испанию, мы уже день-два пораньше поедем, потому что, чтобы мы отдельно могли встречаться с директорами, посмотреть офисы, потому что, когда начнется 26 до 28, там будет, ну, как сам понимаете, праздник, открытие, да, ужин, все такое. Не сможем мы так конкретно поговорить, потому что, и поэтому все будут с нашей командой, там и Филиппины, и Вьетнам, мы будем там уже день-два раньше, чтобы отдельно встречаться с директорами и обговорить все. So, in this particular trip or whatever, I'm personally going to go before the event, so I could do something, you know, stuff with them. Laura's going to be also before the event. And we probably can invite maybe one, because it's limited, one or two more of you guys. But Oda told me there's going to be an open event for all top leaders to come in the future. Don't know if it's going to be in August or September, but once this thing is finished, they're going to come up with a date for all leaders to come and visit, because explain that first. Translate. Okay. Сейчас в данное время, когда промоушен был, сейчас будет, все прилетают 26-28 на открытие, да, ну, и потом в августе или сентябре, конкретной даты еще нету, когда все закончится, офис, все уже начинает работать, будет большой, как сказать, тогда можно будет прилетать все со всего мира, и будет большое открытие для всех, вообще всех глобальных команд, для всех людей. Все равно какой ранг, это просто будет для всех первая встреча с компанией и все такое. So this event is mostly to honor and celebrate, you know, the people that came with those rank more than the leaders. It's just, you know, for that. Afterwards, it's going to be for the leaders. But
In this case, maybe I would not know till probably tomorrow, Loris. You know, I could probably tell Loris, maybe, you know, come with 1 or 2 for now, and everybody can come in the next. Так, you mean for this one, 26, 28 July, so certain amount of people come. Maybe 2. Okay, but I don't know by tomorrow morning. Yeah. Так, завтра он будет знать насчет, может,